Всем привет! С вами Регина Кутинская. Друзья, сегодня хочу поделиться рецептом блинов. И они у нас будут, конечно, непростые. Как-то давно я сама пыталась найти информацию о том, как приготовить цельнозерновые блины на ржаной закваске. Максимально возможный ПП-рецепт. К тому же хотелось сделать эти блины без яиц и без молока. Но такой рецепт я так нигде и не нашла. Всегда добавляют в тесто хотя бы молоко, а чаще, как правило, и яйца, и еще какой-нибудь крахмал. То есть те компоненты, которые придают блинам эластичность. В противном случае они рвутся, прилипают к сковородке и происходят прочие неприятности. Затем я оставила все поиски и опытным путем пришла к своему идеальному рецепту блинов из цельнозерновой муки на закваске и на воде. Для того, чтобы блины не рвались, получались достаточно мягкими и эластичными, есть несколько нюансов, которые необходимо знать при приготовлении блинов. И сейчас я ими с вами поделюсь. Блины получаются толстыми, пышными, пористыми, не сладкими, с приятной кислинкой и очень вкусными. Эти блины разлетаются моментально. Ставьте лайк и переходим к рецепту. Рецепт блинов на ржаной закваске включает следующие ингредиенты. Ржаная закваска 40 грамм, рецепт в подсказках. Питьевая вода 650 мл. Пшеничная цельнозерновая мука у меня из спельты 350 грамм. Мед 2 столовые ложки. Соль 1 чайная ложка. Сода 1 чайная ложка. Жидкое топленое масло гхи 50 мл для теста и 2 столовые ложки для сковороды. Рецепт в подсказках. Остановлюсь еще немного на ингредиентах. Если у вас вдруг нет ржаной закваски, но есть пшеничная, то можно использовать ее. Также можно заменить в этом рецепте пшеничную муку на цельнозерновую ржаную. С ней тоже все получится. Мед по желанию можно заменить на тростниковый сахар, конечно же натуральный. Но он придаст немного специфичный вкус блинам, это на любителя. Также в качестве подсластителя можно использовать сироп топинамбура. Друзья, и не бойтесь добавлять столько масла, сколько указано в рецепте, ведь настоящие блины на закваске всегда очень маслянистые. Их и в старину так готовили, и если топленое масло приготовлено правильно, то оно не является каким-то вредным продуктом для здоровья, а наоборот. Но об этом мы поговорим подробнее в другом видео, ссылка на него появится в подсказках после публикации. Если же вы придерживаетесь веганского питания, то здесь можно заменить топленое масло на кокосовое нерафинированное. Соду в этом рецепте можно использовать по желанию. С ней блины получаются максимально пористыми. А соду для рецептов я всегда использую исключительно натуральную. Это совсем не та сода, которая продается в стандартных красно-бело-желтых пачках. В них синтетический аналог, который нельзя употреблять человеку в пищу. Настоящую соду можно купить в магазинах здорового питания. Но обо всем, что касается соды, мы также поговорим в отдельном ролике. Ссылка на него тоже появится в подсказках после публикации. Переходим к процессу приготовления. Сначала нужно пробудить и оживить закваску. Как это сделать, смотрите подсказки. Готовим опару. Для этого смешиваем закваску, 100 мл воды и 100 г муки. Тщательно перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой, оставляем доступ воздуха. Убираем в темное место, например, в кухонный шкаф или выключенную духовку. Оставляем на 8-9 часов. Можно накрыть опару полотенцем, но верхушка немного подсохнет. Ее потом снимать не нужно, просто размешайте. Удобно приготовить опару вечером, перед сном, а утром замесить тесто для блинов. Когда опара будет готова, снимаем пищевую пленку. Она получилась очень воздушной, пористой. Перемешиваем. Добавляем оставшуюся питьевую воду, мед. Снова немного перемешиваем. Если вы взяли в качестве подсластителя тростниковый сахар, то его стоит сначала развести в оставшейся воде, а затем эту сахарную воду уже добавить в опару. Затем засыпаем оставшуюся муку. Хорошенько вымешиваем, чтобы не осталось комочков. Можно ложкой, венчиком или миксером, но на минимальных оборотах. Накрываем тесто полотенцем и даем ему отдохнуть 20-30 минут. Затем добавляем жидкое масло, снова хорошенько вымешиваем. И только в самом конце кладем соду. Опять перемешиваем. Эти блины на закваске я пробовала готовить на разных сковородках и плитах. Могу сделать вывод, что лучше всего подходит антипригарная сковорода, еще дополнительно смазанная маслом.
Обжаривать можно как на индукционной плитке, так и на газу. Просто на газовой плите немного сложнее отрегулировать огонь, чтобы не пережарить блин и одновременно хорошо его пропечь. И к своей плите, конечно, нужно приноровиться. На первом блине стоит сделать средний огонь или даже выше среднего, а далее все-таки уменьшить ниже среднего, но не выставлять минимальный огонь. То есть большую часть блинов мы печем на огне ниже среднего. Также сковорода должна быть небольшого диаметра, иначе тесто будет рваться. У меня диаметр 14 сантиметров. И сам блин не нужно стараться сделать тонким. На закваске они получаются толстенькие. Сначала разогреваем сковороду, добавляем масло, тоже хорошо его прогреваем. Затем вливаем тесто. Сразу будут появляться пузырьки на поверхности. Все эти пузырьки говорят о том, что блин заполняется порами воздуха. Когда серединка и края потемнеют, у меня ушло на это 2 минуты, переворачиваем блин. Делаем это быстро. С другой стороны обжариваем только 1 минуту. Здесь у нас блин получился вот таким. Снимаем со сковороды, складываем в стопку. Можно даже не накрывать полотенцем. Затем снова добавляем масло для следующего блина на сковородку. Цельнозерновые блины лучше подавать горячими. А хоть блины и на воде, но они очень ароматные. Внутри множество красивых пор. Блины не сладкие, поэтому, например, можно добавить меда. Приятного аппетита! Для любителей блинов могу порекомендовать другие рецепты на нашем канале. Первый – это индийские доса, которые также готовятся без яиц и без молока. А еще они без муки. Очень интересный рецепт. Смотрите подсказки. И еще у нас есть классический рецепт американских панкейков на молоке и с добавлением яиц. Тоже можете найти рецепт в подсказках. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал с новостями и полезной информацией. Ссылка в описании. До встречи и доброго вам здравия!